Компания OnePlus умеет создавать шумиху вокруг своих устройств. Разговоры об обновлении 5T начались еще в начале осени, а за неделю до презентации слили буквально все. Характеристики, фото, видео, даже предполагаемую цену. Но интерес к устройству все равно не спал. Вопрос – почему? Традиция слегка обновлять флагманы появилась у OnePlus в прошлом году с выходом смартфона 3T. Тогда изменения касались в основном начинки, а в этот раз все внимание к экрану. Комплект устройства, та же белая коробка с надписью 5T, внутри все в красных тонах. Сюда помимо телефона положили инструкцию, зарядное устройство, кабель Type-C, Type-A и иголку для извлечения сим-карты, а также комплектный чехол. Сразу скажу, чехол отвратительный. Лучше заранее заказать сторонний или фирменный чехол OnePlus, благо их полным-полно. И карбоновый, и из дерева, силиконовый, тканевый и так далее. Что касается кабеля, то он, как всегда, красный, толстый и прочный. Ну и зарядник на 5 вольт и аж 4 ампера. О нем мы еще поговорим. Экран, кстати, прикрыт заводской пленкой, качество не супер, но то, что она есть, большой плюс. Теперь к новшествам. OnePlus 5T практически сохранил прежние габариты, при этом получил новый большой экран, занимающий 80% передней панели. Из-за этого пришлось убрать сенсорные клавиши спереди и вынести сканер отпечатков пальцев на заднюю часть корпуса. Расположение сканера, кстати, удобное, легко найти на ощупь, работает тоже быстро, но понадобится он вам только ночью. Об этом чуть позже. Для сравнения, так OnePlus 5T выглядит рядом с LG V30 и Huawei Mate 10 Pro. Эти три устройства больше всего похожи между собой. Совсем безрамочной новинку, конечно, не назовешь, но направление очень верное. Смартфон стал на 9 граммов тяжелее пятерки, никуда не делись разъем под 2 нано-сим-карты и 3,5 мм джек, чем очень хвастались в тизерах. А в следующем году джека уже не будет, вот увидите. Ну и смысл в такой рекламе? Вернемся к дисплею. Все та же матрица Optic AMOLED, размер экрана теперь 6,01 дюйма, это 401 точка на дюйм, соотношение сторон 18 к 9, разрешение с Full HD выросло до Full HD+, и составляет 2160 на 1080 пикселей. Защищает все это стекло Corning Gorilla Glass 5, углы 2,5D, но без фанатизма, как на Самсунгах. Есть в настройках режимы по умолчанию sRGB, DCI-P3, адаптивный и пользовательский цвет. Решение обновить именно дисплей правильное. Безрамочников сейчас много, но достойных при этом по низкой цене мало. У OnePlus есть отличный шанс стать лучшим в своей категории. И ничуть не жаль, что разрешение оставили Full HD, когда все остальные ставят 2К дисплей. Разницу вы вряд ли заметите. А вот то, что старую матрицу оставили, это плохо. Да, эффект желе убрали, но цвета, уровень подсветки — все это грустно. Матрица действительно далеко не самая лучшая. На минимальной яркости видно, как экран мерцает. Ночной режим и режим чтения тоже работают не так, как положено. И я до сих пор не понял, зачем, по сути, две одинаковых функции одновременно поставили в эту систему. И открою вам большой секрет. Экран на Pixel 2 XL значительно лучше, чем на OnePlus 5T. О чем уже говорить, какие Samsung. Ну и последний. Вечером при чтении глаза действительно сильно устают, поэтому если вы фанат хороших OLED-дисплеев и уж тем более IPS, то OnePlus 5T сразу не ваш выбор. Едем дальше. Производительность. Объем оперативной и встроенной памяти остались такими же: 6 или 8 гигабайт типа LPDDR4X и 64 либо 128 гигабайт стандарта UFS 2.1. Если оперативной памяти расти некуда, то вот постоянную память можно было бы заменить на 128 и 256 гигабайт, хотя это дело вкуса и потребностей. Просто разъема под карточку нет же. В синтетических тестах, тем не менее, все отлично. В Antutu получается 181 тысяча баллов, Geekbench почти 2000 в сингле и 6700 в мульте. Очень было интересно посмотреть на нагрев смартфона и сравнить с тем же LG V30. И, к сожалению, это далеко не самый холодный Android-смартфон. Тротлинг, да. В Antutu спустя 5 тестов результат отличается всего на несколько тысяч баллов, но нагревается телефон просто сумасшедше. Да, это Snapdragon 835. Дальше. Аккумулятор на 3300 мАч, есть функция быстрой зарядки Dash Charge. Заметили? В смысле что? Дисплей увеличили, а аккумулятор при этом увеличить забыли. И тут никакая оптимизация не поможет, OnePlus 5T живет ожидаемо меньше предшественника. Но хватает на весь день, поэтому особых претензий нет. Плюс, что касается быстрой зарядки, то на сегодня 5T это самый быстро заряжаемый смартфон в принципе. За 30 минут 60% заряда, час 93%. Тот же iPhone 10, Note 8, Pixel 2 показали результат значительно хуже. Из коробки смартфон работает на Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Oxygen OS. Прошлые флагманы 3T и 5 уже получили Oreo, а вот до 5T 8-я версия робота доберется лишь в начале 2018 года. Что касается софта и работы системы, то проблемы есть. Это не самый быстрый телефон, но работает быстрее всего пантеона корейцев Note 8 или LG V30. А вот до Pixel даже первого поколения и Razer Phone далеко. Случаются вылеты, зависания, прошивку нужно оптимизировать, так как сейчас работает 5T значительно медленнее обычной пятерки. И фразы вроде «да не хуже пикселя» — обман. Хуже? Еще как хуже.
Но, скорее всего, выход Android 8 плюс пара минорных обновлений все поправит. У OnePlus такое всегда с выходом новой модели. Дальше, камеры. Про них тоже есть что сказать. Основной модуль остался прежним. Sony IMX398, 16 мегапикселей, диафрагма 1.7. А вот телеобъектив обновили. Теперь это тоже диафрагма 1.7. В OnePlus 5 была 2.6, 20 мегапикселей и сенсор Sony IMX376K. Еще до анонса снимками, сделанными на 5T, гордился вице-президент компании, публикуя свое творчество в Твиттере. Но особо обольщаться не стоит, потому что разница с пятеркой не очень заметна на основной модуль. А вот зум и съемка видео стали действительно лучше. Портретный режим тоже доработали, рисунок в боке стал как-то поприятнее, естественнее, плюс силуэт обрезает лучше. К сожалению, не добавили оптическую стабилизацию, и снимать можно в 4К максимально в 30 FPS, а slow-mo 720p в 120 кадров в секунду. Фронтальную камеру не трогали, да и незачем. 16 мегапикселей с сенсором Sony IMX371 справляется отлично со всеми задачами. Видео пишет Full HD. Но при этом у новинки фронталка почему-то все равно лучше. Видимо, софт эксклюзивно доработали только для 5T. Это вроде бы и хорошо, но и похвалить за это не получается. А теперь самое интересное. Фронталка здесь нужна не только для селфи, но и для разблокировки смартфона с помощью распознавания лица. Заносится все абсолютно так же, как и в случае с отпечатком. Как работает? 2 раза тапаем по экрану и моментально попадаем на рабочий стол в обход локскрина. Работает молниеносно и, наверное, можно сказать, идеально. И значительно быстрее, чем на iPhone 10. Правда, есть одна загвоздка. Учитывая, что эта камера не инфракрасная, то и ночью не работает. Вот здесь уже придется пользоваться отпечатком. С другой стороны, ночью лежишь, уткнувшись в подушку, и на том же iPhone 10 этого самого сканера не хватает. Приходится поднимать лицо, поэтому проблемы в этом я не вижу для 5T. Кстати, для обычного OnePlus 5, судя по твиту сооснователя компании, Face Unlock тоже будет доступен в ближайших обновлениях. Это хорошо. Что еще? Сразу 3 микрофона с системой шумоподавления, NFC, Android Pay и Bluetooth 5.0 с поддержкой протоколов aptX и aptX HD. По звуку сказать нечего, он абсолютно такой же, как в пятерке, что внешне, что в ушах. Смартфон уже продается, стоимость младшей модели составляет $500, старшей $560. В России пока что не продается, цвет всего один – полуночный черный. Но недавно компания представила еще 2 модели. Первая в полностью красном цвете, эксклюзив для Китая. Вторая белая выпущена специально к премьере фильма «Звездные войны. Последний джедай», эксклюзив для Индии. Она сзади белая, вот на нее было бы интересно взглянуть. Обе модели уже в продаже. Какие впечатления вызывает OnePlus 5T? Он скользкий, у него далеко не самый лучший экран. Оптическую стабилизацию не завезли, плюс нет защиты от влаги и пыли. Но он по-своему красив, и конкурентов за эту цену у него практически нет. Тот же Mi Mix 2, но там камера не очень. Главный вопрос, стоит ли обновляться на 5T с пятерки или 3T. На самом деле стоит, но не сейчас. Лучше дождаться, когда выйдет обновление Oreo, и тогда уже брать. А тем, кто хочет обновиться со старого телефона, то, наверное, неплохо походите сейчас уже с Android 7.1.2, если, конечно, у вас не Nexus и не Pixel. От чтения, ну и последнее, вечером от Медведев полетел? Да, 5T, сожрало слово результат. Особый нет, особо что там.